Всем привет! В данном видео поговорим о том, почему же на газонокосилке двигатель не заводится. Рассмотрим самые распространенные причины. Ну что, погнали? Итак, чтобы двигатель заводился без проблем, должно быть топливо, воздух и компрессия, а также исправная электрическая часть. В первую очередь смотрим все, что связано с топливной системой. Смотрим, есть ли бензин и в каком он состоянии. Дальше отключаем шланг для подачи бензина в карбюратор и смотрим, в каком состоянии у нас топливный фильтр. Топливный фильтр должен быть чистый и не забитый. Данный фильтр можно промыть в бензине и продуть сжатым воздухом. Дальше смотрим, в каком состоянии у нас топливный шланг. Должен быть чистый, не забитый и без повреждений. Дальше подставляем емкость под карбюратор и откручиваем вот этот винтик и убеждаемся, что в карбюраторе в поплавочной камере есть бензин. Как видим, бензин есть. Закручиваем обратно. После того, как убедились, что бензин есть в карбюраторе, а тем же самым и слили конденсат с карбюратора, смотрим дальше. Следующее, что делаем, смотрим, есть ли у нас масло в картере. Как видим, масло в картере почти максимум, значит, здесь все в порядке. Масло всегда должно быть между минимум и максимум. Это когда двигатель холодный. Масло никогда не должно быть меньше, чем минимум, и не больше, чем максимум. Еще такой немаловажный момент. Обязательно нужно обратить внимание, есть ли на данном двигателе датчик уровня масла. Данный датчик чаще всего устанавливается на картере двигателя сбоку. Если данный датчик выйдет из строя, ваш двигатель не будет заводиться. Дальше снимаем данную крышку и смотрим, в каком состоянии у нас воздушный фильтр. Фильтр должен быть чистый, сухой и не мокрый. Данный фильтр можно продуть сжатым воздухом или промыть в теплой воде. Только ни в коем случае не в бензине. Воздушного фильтра состояние нам о многом говорит. Если воздушный фильтр просто грязный, в пыли весь, но сухой, это нормальное явление. Но если фильтр у нас мокрый, в масле, он говорит нам о том, что у нас была косилка перевернута на бок и через вентиляцию картера попало масло на воздушный фильтр, или у нас в картере замного масла. Поэтому через вентиляцию картера выбрасывать масло прямо на воздушный фильтр и в карбюратор. Поэтому у нас двигатель и не заводится. Что нужно делать, если все-таки фильтр мокрый? В бензине, в масле и так далее. В таком случае, в первую очередь, выкручиваем свечку с цилиндра. И при помощи стартера выбрызгиваем, выбрасываем в атмосферу все ненужные жидкости с цилиндра, с камеры сгорания. Вот таким принципом. После того, как очистили цилиндр, вкручиваем свечку обратно. И также не забываем обратить внимание, в каком состоянии дроссельная заслонка. Заслонка должна быть при пуске двигателя практически до конца всегда закрыта. Вот в таком положении. Также обращаем внимание, на своем ли месте и в каком состоянии данные тяги и пружины. Еще можно обратить внимание вот на этот патрубок, который идет с двигателя, с картера на воздушный фильтр. Это вентиляция картера. Если здесь вдруг будет забито, также двигатель не будет заводиться. Теперь для того, чтобы убедиться на 100%, что у нас с топливной системой и подачей воздуха в камеру сгорания 100% в порядке, берем эфир или промывку для карбюраторов и в камеру карбюратора несколько раз брызгаем данную смесь. После того, как брызнули данной смеси, пробуем заводить
двигатель на косилке. Если двигатель заведется и обратно заглохнет, значит неисправность таится в топливной системе. Скорее всего, в карбюраторе. А если двигатель все равно не заводится совсем, значит топливная система вместе с подачей воздуха у нас в порядке, а причина таится где-то глубже. Дальше обращаем внимание на сам праймер. Как видим, на данной косилке праймер уже порван. Если в таком состоянии будет праймер, бензина вы не закачаете в карбюратор, и ваш двигатель на холодную не заведется. Праймер должен быть вот такой, вот в таком состоянии. Поэтому этот выбрасываем, этот сразу заменяем на новый. Как видим, закачивает, работает. Теперь дальше выкручиваем свечку и смотрим, в каком она состоянии. После того, как выкрутили свечку, осматриваем ее визуально. Свечка должна быть чистой и не мокрой. Зазор должен быть на свечке от 0,5 до 0,75 мм, не больше, не меньше, примерно в этих пределах. Если у свечки внутренности бело-желтого цвета, значит свечка хорошая и в нормальном состоянии. Но если свечка с бело-желтым оттенком, но она мокрая, и заметно, что на свечке присутствует именно налет бензина, в данном случае она сигнализирует о том, что карбюратор переливает бензин. А если свечка сухая и белая, как кирпич, она указывает на перегрев двигателя и работу на слишком бедной топливо-воздушной смеси. Так сказать, слишком большое количество воздуха по отношению к топливу. Если свечка сухая, с черным оттенком и присутствует черный нагар, это говорит о том, что смесь бензина и воздуха переобогащенная. Так сказать, слишком много топлива по отношению с воздухом. В данных случаях требуется регулировка карбюратора. А также может быть проблема с зажиганием. Искра слишком маленькая, поэтому топливо не сгорает до конца и на свечке появляется черный нагар. Если искра плохая, в таком случае требуется проверка зазора между электромагнитным ротором и электромагнитной катушкой. А если на свечке черный нагар мокрый с присутствием масла, это свидетельствует об износе двигателя. А в лучшем случае за много масла в картере. И через вентиляцию картера излишки масла попадают на воздушный фильтр, с воздушного фильтра вместе с бензином в камеру сгорания. И так далее. Если свечка мокрая, с темным оттенком, лучше всего ее выжечь на комфортке и после этого проверить зазор на свечке, установить ее обратно на двигатель и проверить искру. Теперь этим мы и займемся. Как видим, искры нету, искра не присутствует. Где-то таится проблема еще глубже. Дальше снимаем данную крышку и смотрим. Берем головку на 10. Снимаем механического типа стартер. Снимаем крышку. Осматриваем визуально весь двигатель. Убеждаемся, что вся проводка у нас на электромагнитной катушке подключена и не повреждена. А также обращаем внимание на вот эти два болта, чтобы катушка была бы зажата и не болталась. Осматриваем сам колпачок для свечки. Должен быть целый, а также и провод не поврежден. Следующее, что делаем. В этом месте стоит микрик, который вот этим рычажком замыкает контакт катушки вот этот на корпус двигателя. Этот микрик находится вот здесь. Вот он. И выходит на ту сторону. Вот этот микрик. Видите? Вот он работает как. Вот так замыкает его вот этот рычажок на корпус. Если данный контакт будет всегда замкнут, данная косилка не заведется. Должен быть всегда вот в таком положении разомкнут. Здесь причина тоже может быть. Надо обращать внимание.
Если убедились, что здесь все в порядке, контакт размыкается, замыкается, все хорошо. Но искры по-прежнему нет. Дальше что мы можем сделать? Мы можем просто при помощи щупов проверить зазор между катушки сердечником и магнитным ротором. Чаще всего здесь зазор бывает от 0,25 до 0,3. Просто берем щуп, засовываем между сердечником магнитной катушки и магнитным ротором двигателя. Как видим, щуп с одной стороны влез между сердечником и магнитным ротором, но как бы он красиво залазит и не болтается. Полностью просунуть на другую сторону не могу. Мы можем с обратной стороны просто проверить. Как видим, он как бы заходит и не болтается. Например, после того, как вы отрегулировали зазор между катушкой зажигания, сердечником и магнитным ротором, просто вставляем свечку в колпачок, ложим на цилиндр, размыкаем контакт. Теперь берем дальше рукой за магнитный ротор и покручиваем его. Должна появиться искра, так как здесь все исправно. Как говорится, не тут-то было. Искры по-прежнему нету. Поэтому делаем такие выводы после всех данных наших проверок, что в данной ситуации нужно менять катушку зажигания на новую, так как эта катушка неисправна. Вот, я купил новую катушку и теперь буду устанавливать ее на свое место вот таким принципом. Вставляем щуп 0,3 мм между магнитным ротором и сердечником катушки зажигания и зажимаем вот эти два болта. После того, как установили новую катушку зажигания, конечно же, убеждаемся, что искра у нас появилась. Если контакт рассоединен, проводка исправна, катушка исправна, зазор мы выставили исправно, свеча исправная. Теперь берем дальше рукой за магнитный ротор и покручиваем его. Должна появиться искра, так как здесь все исправно. Если мы, когда рукой прокручиваем ротор и искра появляется, значит здесь зазор и все остальное с электронной части исправно. Если вы сделали все проверки, которые я показал в данном видео, но у вас по-прежнему двигатель не заводится, это указывает на то, что у вас есть серьезные внутренние неисправности двигателя. Может быть проблема с шатунно-поршневой группой, с цилиндром и так далее. Если глушитель открутить и его снять, то можно через отверстие на цилиндре увидеть, в каком состоянии цилиндр, а также и сам поршень. Вот как-то так. Итак, после данного ремонта первый запуск двигателя. Закачиваем бензин при помощи праймера и заводим двигатель. Двигатель заводится и работает прекрасно. На данной косилке были неисправности две. Это было за много масла в картере и плохая электромагнитная катушка зажигания. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.